Всем привет! Продолжаем марафон по заработку 10 тысяч долларов с балансом в 10 долларов. Мы находимся на платформе брокера InTradeBar. Все ссылки найдете в описании к этому видео. Торгуем на чистом графике, находим уровни поддержки сопротивления и от них уже открываем сделки. По мере увеличения баланса будем постепенно увеличивать сумму ставки. Сейчас это 1 доллар. Время экспирации 5 минут. Рабочий таймфрейм М1, то есть в каждой свече 1 минута. Первая сделка будет на канадце японской йене. Сделка на понижение от круглого ценового уровня. Это уровень 105.600. Ну, почти. Ранее от этого уровня цена достаточно часто отталкивалась. После пробития цена также возвращалась к данному уровню для закрепления. Ну и сейчас я тоже надеюсь, что цена отскочит вниз. Сделку на 5 минут я открыл, продолжаю поиск сигналов. Так, евро-иена, наверное, буду открываться на повышение на 5 минут. У нас здесь также присутствует уровень поддержки. Давайте разберем данную ситуацию. Немножко криво, но я думаю, понятно. Цена достаточно часто отталкивалась от данного уровня, и если посмотреть на график, у нас здесь формировалась такая фигура, как голова и плечи, и вот как раз таки на уровне этих плечей у нас сформировалась зона сопротивления, она же зона поддержки. От нее я открыл сделку на повышение, цена пришла сверху вниз, и на разворот сделку я открыл на 5 минут. Тем временем канадец иена у нас пока что находится в плюсе. Цена какое-то время была в минусе, но сейчас наблюдается хорошее падение для минутного графика. И есть большая вероятность, что сделка закроется в плюсе. Пока что ждем. Австралийский швейцарский франк. Открываемся на понижение. Здесь у нас тоже неплохая такая зона сопротивления. Цена пришла снизу. Мы открыли сделку на понижение. То, что будет разворот. Наш уровень сопротивления. Видно, что цена ранее подходила к данному уровню и резко от него отскакивала, либо замедляла свое движение. После пробития цена закреплялась на данном уровне. Видно, что цена подходила сверху вниз и также разворачивалась, но уже теперь наверх, используя данную зону как зону поддержки. На новостях, конечно же, любые зоны пробиваются, тут без колебаний. Но я сейчас ставлю, что цена развернется и развернется вниз. Цена подошла, напомню, снизу вверх. Канадец иена тем временем у нас вернулся к точке входа. И теперь уже непонятно, чем закроется данная сделка. Будем смотреть. Ну, в принципе, сейчас и узнаем. Нет, все-таки сделка закрывается в минусе. Повторную сделку я здесь открывать, наверное, не буду. Просто не повезло. Не вовремя. Евро, швейцарский франк, наверное, на свой страх и риск открою сделку на понижение. Здесь достаточно мало точек, где бы у нас подтверждалась зона поддержки сопротивления, но здесь есть одна интересная фигура. Называется она голова и плечи. Как раз таки уровень головы у нас приходится на нашу точку входа. Я считаю, что если эта фигура образовалась, то она является достаточно сильной фигурой, и можно попытаться открыться от уровня поддержки сопротивления, который эта фигура образует. В данном случае у нас цена пришла снизу вверх, и я на разворот открыл сделку на 5 минут. Евро-иена у нас закрывается буквально сейчас, закрывается в плюсе. Давайте посмотрим. Возможно, еще не пропала точка входа. Здесь цена уверенно ушла вперед в нужном мне направлении пока что.
Закрыто всего лишь 2 сделки, одна из них в убытке. Австралийский швейцарский франк у нас пока что находится в плюсе, хотя тоже вот только что был в нуле. До конца пока что непонятно, чем закроется данная сделка, но через 40 секунд мы узнаем. Евро, британский фунт. Будем открывать сделку на повышение. Давайте разберем данную ситуацию. У нас был восходящий тренд. Сейчас тренд немножко сгладился. Но у нас также остался уровень поддержки сопротивления внутри этого тренда. Это видно по вершинам, видно по замедлениям свечей. Видно, что сейчас боковичок формируется. И мы как раз таки у нижней границы данного боковика. Плюс у нас есть трендовая линия, которая также подтверждает возможность входа. Сделку открыл на повышение. Сделка закрывается в плюсе. Это последняя сделка на данную торговую сессию. Заработали пару долларов. 4 из 5 сделок закрылись в плюсе. Достаточно неплохой результат, но можно и лучше. В описании к видео вы найдете ссылку на брокера и ссылку на обучающие материалы. Если вам интересно, обязательно ознакомьтесь. Не забывайте подписываться, писать свои комментарии. На этом у меня все. Всем удачной торговли, всем пока.